Вы знаете, я хотела просто ролик снять и подарить вам ритуалы моей прабабушки. Но боюсь, что просто в один ролик не поместится это все. А поскольку прямой эфир можно подольше как бы вести, я решила, как обычно делаю по традиции, в прямом эфире это все выложить и подарить вам. Вы знаете, дорогие друзья, я бы хотела их на армянском языке вам подарить, может быть, когда-нибудь это сделаю, но пока не решаюсь. И объясню почему. Потому что я пару раз уже так делала и очень сильно получала по башке. Меня наказывала сила моих предков за то, что я осмелилась передать вещи, которые нельзя было передавать. И поэтому я сейчас передаю их осторожно очень. Я перевожу, немного меняю. От этого она силу не теряет, но то есть нет прямой прямо передачи, поэтому более-менее для меня безопасно. Моя прабабушка учила мою маму, я уже об этом говорила, каким образом учила. И то есть нужно было, чтобы не напрямую передать, а через мальчика. То есть мальчик должен был быть неразумный, либо младенец, маленький ребенок, либо неразумный человек, то есть, ну, сумасшедший, больной, скажем, недоразвитый, да. Человек, который не запомнит и не поймет смысл этих слов. И я помню, что положили посредине моего двоюродного брата, он был еще ребенок, там ему, наверное, 2 годика, что ли, было. И через него учили, то есть обучали мою маму, обучала моя прабабушка этим заклинаниям. Я их не запомнила, естественно, я тоже была масяня еще, мурашка. Но я запомнила следующее. Куда они положили тетрадь. Вот это я запомнила. И через, наверное, года 3 я с этого потайного чулана вытащила ее тетрадь и очень сильно напугала своих одноклассников. Я об этом рассказывала, что я показала им лешего. Реально показался не леший какой-нибудь там дух. Нет, это был обычный старичок, который прошелся в наших современных одеждах. Пошел просто, нужно было вдовий платок взять, вытереть им глаза, что-то сказать. И, в общем, слова примерно такие там: ворота откройся, там ширма упади, в общем, и так далее. Не буду сейчас говорить. Вдовьим платком заклинаю, а вдовий платок найти нетрудно. Бабушки мои все были вдовы. И этот мужик прошелся. Сначала они надо мной посмеялись. Минут 5 показывали на меня пальцем. А потом увидели мужика, который прошелся. Когда этот дед прошелся мимо нас, они еще больше начали надо мной смеяться. Еще больше начали смеяться, потому что, ну, мужик, дед какой-то прошелся, знаешь ли, а ты тут какого-то лешего вызываешь. Но когда этот мужик повернулся, посмотрел на нас, и у него зрачков не было, вот тогда нам понадобились памперсы. Мы очень жутко бежали, ужасно жутко. Мы даже не оглядывались, мы боялись оглянуться, вдруг он за нами бежит. Но никто за нами не бежал, на самом деле. И двое девочек из моего класса заболели. У них желтуха началась на почве страха. Вот их возили в больницу. В общем, пришли меня ругать, мол, какой-то ерундой занимается, колдовством. Дорогие друзья, я даже не знаю, вот как-нибудь надо будет моих одноклассников попросить. Я с малых лет в школе, сколько они меня помнят, я была странный ребенок. Они меня называли колдунья, ведьма, черная кошка, как только они меня не называли. Но это все с малых-малых лет уже было. Обычно бывает, что дается эта сила, понимаете, потом она проявляется, скажем, в 10 лет, там, 17 лет и так далее. У меня это проявлялось в самом раннем возрасте.
И такие были странности. Я руками лечила. У меня целая тетрадь заклинаний еще то время. Понимаете, я была просто приговорена когда-нибудь издавать эти книги, раздавать людям эти ритуалы, потому что я еще с малых лет их писала. Они были, конечно, детские, нелепые, что-то такое смешное, но я, когда вспоминаю вот эти свои детские, мне как-то сестра, когда поехала в Грузию недавно, я ее попросила, говорю, сфотографируй мои вот эти детские дневники, что там написано. И она сфотографировала, мне отправляет, и я смотрю, да, там детский лепет, там наивные какие-то словечки, но смысл-то сильный на самом деле. Вот этот смысл можно переделать и сейчас использовать. Настолько сильный был смысл. Там были такие посылы, убрать боль куда-нибудь подальше, уходи там за лунные ворота и так далее. Откуда эти слова мне приходили, до сих пор загадка. Мне кажется, что у меня еще очень много в запасе того, что вас удивит. Ближе к 40 оно будет еще хлеще с меня выходить, это все, и еще больше будет распространяться. Я единственное не знаю, хватит ли волокордина для всех могуек. Это единственная моя, как бы, мои размышления, переживания, больше ничего. Потому что столько, знаете, ну, когда вот коня пускаешь вперед, да, и валы за ним волочатся, ну, очень тяжело валам догнать коня на самом деле. Ничего страшного, Ирина. Всему свое время. Если раньше не зашли, значит, раньше не было этого времени. Значит, это время пришло сейчас. Всему свое время, поверьте мне, приводит к силам человека тогда, когда он готов к этому, понимаете? Значит, раньше зашли бы, не оценили и не были готовы к этому. Наверное, Дарья. Так вот, я вот хочу вам передать ее некоторые заговоры, точнее ритуалы, передать вам, которые рекомендовала сделать людям для себя. Немного видоизменила и перевела. Но смысл тот же самый. Еще раз говорю, я просто очень, скажем так, не уверена, что если я передам в том же виде, в котором она есть, что опять меня не накажут. Меня один раз очень здорово наказали, очень. Я поняла, за что. За то, что я просто отдала ее заговор, заклинание человеку. Неплохой человек, нет, на самом деле. Но я отдала просто, как бы мне стало ее жалко. Я ей отдала, сказала, чтобы она прочитала. У нее дела пошли хорошо, но меня наказали жутко. Вплоть до того, что инсульт был просто. И поэтому я поняла, что мне этого делать нельзя. Ну, определенным путем дали понять, сказали мне, высказали. Я не буду говорить как. Дело в том, что лечением и врачеванием и прочим занимались многие в нашем роду. И с маминой стороны, и с отцовской стороны. Я уже говорила, что моего деда сестра была знахарка. И ее мужа, который запрещал ей лечить, помогать, ее мужу приходит ночью какой-то человек в черном и говорит, что если он будет дальше продолжать, то ему не жить. Он, видимо, сигнорировал, решил, что ерунда это все может быть. И его убило молнием. Абсолютно в такой, ну как бы, летний день, ни с того ни с сего. Начинается дождь, и его убивает молнией. После смерти этой женщины к ее сыну он пришел, сказал: твоего отца я убил огнем, но ты будешь лечить огнем. И вот он лечил кремнием, то есть огнем вот этим. Ударял, и вылетали оттуда искры, и он лечил. Он лечил кожные болезни, сумасшествие лечил, много чего. Но снимал, одним словом, не лечил, наверное, так правильно будет, снимал. Хотя он знал еще и травы, знал различные.
Меня он точно вылечил. Вот, правда, для этого надо было ранним утром идти к нему, что для меня было просто смертоподобно. Меня поднимали со скандалом, но все равно. Так, дорогие мои друзья, если постоянно ваши соседи скандалят, если у вас постоянно... А кто сказал, что я кому-то что-то доказываю, Жанна? Я никому ничего не доказываю, я просто рассказываю о своей жизни. Если донимают постоянно люди, если на работе все время какие-то недостачи, какое-то воровство, какой-то скандал, какие-то, в общем, и так далее, это может быть все что угодно. Это может быть сглаз, это может быть ненависть, доброй ночи, это может быть пожелание плохое, что-то еще, понимаете? И тут не обязательно ходить по магам-колдунам, чтобы от этого всего... Да, эфир остается в записи, любой эфир. Чтобы от этого всего отвязаться. Я вам сейчас дам рецепт моей бабушки. Что вам для этого нужно, дорогие друзья? Во-первых, вам нужно купить новый веник, не торгуясь. Абсолютно новый веник. Это раз. Любой день. День не имеет значения. Вам нужно найти старую рубаху, старую вещь, прям старую, может даже порванную, хрен с ним, но чтобы она была старая. В этой рубахе или в этой майке, футболке новую не покупайте, не берите новую, берите старую вещь. Значит, в этой рубашке переночевать нужно вам. Под голову, когда вы будете спать, 2 свечи положите под подушку. Восковые свечи, можно и церковные, подойдут без разницы. Тогда брали только церковные свечи, больше других не было. Вам нужно взять 2 рюмки, можно из дома взять, наполнить туда соль, поставить эти 2 свечи на следующий день, снять с себя эту рубашку, в общем, подготовить все. Взять этот веник. Вы должны поставить на стол эти рюмки, наполненные солью. Ставить прям внутрь, приспособить эти 2 свечи, зажечь. Значит, эту рубашку надо стелить на пол. Становиться голыми ногами, то есть, без ритузов, без носков, без ничего. Прям босиком становиться на эту рубашку или майку, взять этот новый веник и, поворачиваясь на все 4 стороны света, сначала на одну сторону, потом на другую сторону и так далее. В общем, 4 раза вы это читаете, сметая себя. Вот сметайте с колен вниз. Вот этим веником сметайте вниз, вот с колен. Сметайте и говорите. Сметаю себя, тебя, суета и черная беда. С души моей-то, сгинь чернота, сгинь беднота. Сметаю тебя с моих костей, с моих кровей, с тела и души. С меня слезай, на старье падай. Север, юг, запад, восток. У всего есть свой срок. Срок моих печалей пришел к концу. Венком сметаю, себя убираю, судьбу очищаю, убраны преграды. Отныне мне идти без преград, Пуся, без помех. Сказано, сделано. Аминь. Вот сметайте вниз на эту рубаху. В одну сторону говорите. Опять поворачивайтесь, еще раз прочитаю сейчас. На другую сторону. Снова сметайте с колен вниз на эту рубашку. Говорите одно и то же. Сметаю себя, тебя суета и черная беда. С души моей-то, сгинь чернота, сгинь беднота. Сметаю тебя с моих костей, с моих кровей, с тела и души. С меня слезай, на старье падай. Север, юг, запад, восток. У всего есть свой срок. Срок моих печалей пришел к концу.
веником сметаю, себя убираю, судьбу очищаю, убраны преграды, сказано, сделано. Отныне, в конце, можно сказать своими словами, отныне нету мне преград и помех. Аминь. И вот так на 4 стороны, когда вы это все смели, отойдите, то есть перешагните, станьте рядом, стряхните веник прям туда, как будто вот остатки стряхните на эту рубашку. Эту рубашку крест-накрест завяжите на 4 узла. Нет, извиняюсь. Значит, пока еще нет. Смели, ждете, пока догорят свечи. Когда свечи догорели, кидайте туда эти огарки свечей, высыпайте туда соль. Вот тогда завязывайте крест-накрест вместе с этим веником. Ну, положите какой-нибудь пакет, вот этот вот узелок. Положите в пакет вместе с этим веником и с этими рюмками. Одевайтесь, выйдите из дома. Вам нужно это все кинуть в нелюдном месте. Или в нелюдном месте, или возле реки, но не на перекрестке. Где-нибудь в таких местах, чтобы люди, ну, даже если они подберут, ничего с ними не будет. Оставляйте узелок, ставите. Положите, значит, новый веник рядом. И со всего маху ударьте об землю первую рюмку и вторую рюмку. Разбейте и говорите. Разбился черный глаз, черная зависть, беда от меня отвязалась. Да будет так. Повернитесь и идите домой. И через некоторое время наступит облегчение. И на работе вас перестанут грызть и есть. И соседи от вас отстанут, и родственники отстанут. В общем, вы приведете в порядок вашу жизнь. Еще раз повторяюсь, если у вас серьезные вещи, это поможет, но ненадолго. Понимаете, серьезные вещи должны снимать ведьмы. Но некоторое время это поможет однозначно. Пойдемте далее. Опять фантом образовался. Вон. Видите? Вот где дерево. Вот так обычными глазами не видно, а вот через камеру вот такой свет идет вверх. Там нечему просвечивать просто этот свет. Вот нечему. Вот я убрала, видите? Я убираю вот свечу. На, а он все равно остается. Прямо на дереве. Ну, это ладно. Пойдемте далее. От сглаза. Летом, летнее время, это лучше закопать. Да, я тоже думаю, что слушает Таря. Она все время меня контролирует. Я серьезно, всю жизнь. Я что-нибудь лишнее делаю, и она все время является... А второй появился, смотрите, вот он. Увидели? Вот, смотрите. Жанна, вы задаете глупые вопросы, честное слово. Я буду знать, чей это фантом, только когда буду на том свете, уже 100% вам скажу. Вот он, второй появился. Во. А так не видно, вот обычным глазом, если так смотрю, их нету. Только через камеру видно. Если на деньги не срабатывает ритуал, я об этом говорила, я не могу каждый раз всем отдельно, специально, персонально говорить, что денежная сила напрямую зависит от вашей энергии. Если ваша энергия уязвима, если ваша энергия слабая, деньги к вам не тянут. Ее нужно восстановить. Значит, у вас что-то серьезное. Понимаете, вот и все. Следующее. От сглаза. Вам нужно будет черная ткань, ну, маленькая такая, чтобы в узелок завязать. 6 куриных яиц, 6 свечей, иглы и соль. Ну, иглы там сколько попало, 12, 10, без разницы. Вот так расставьте по столу.
Кто там, Пусь? Вот прям движение на кухне. Да не бойся ты, Пусёк. Не бойся. Смотрите сюда. Гляньте, как он боится. Видите? Сразу бежит ко мне. Во. Не-не, вы наблюдайте, как он напряженно смотрит по сторонам. Сразу прибежал сюда с кухни. Не бойся, Пусёк, не бойся. Не бойся, Муха. Иди сюда, иди ко мне, иди. Иди ко мне, поднимись сюда, не бойся. На, иди. Иди, тут никого нету, никто не придет. Нас с Пусиком не обидит никто. Ты тоже там не шуми особо. Пусю не пугай. Да, Пусёк? Все, сиди. Так. Да уж. Нет, пусть он вечно видит кого-то, но просто когда иногда слишком они активные, он сюда бежит. Видит, конечно, видит. Все, хватит шуметь. Не шуми. Знаете, с годами уже ты перестаешь бояться, тебе просто любопытно становится, даже интересно, я бы вам сказала. Да, видимо. А вот теперь исчез. Нет, снова появился. Но уже в других местах появился. Вот он. Вот здесь уже и внизу. Ну ладно, все. Становится интересно. Я же говорю, когда на днях некий портал, что ли, открылся, но некто другой, чужой был, потому что я чувствую, есть свои, которые всегда здесь. И я иногда ночью просыпаюсь и говорю, дайте мне поспать. Люди не понимают, они никогда нас не поймут и нашу жизнь. А у нас выхода нет. Если я буду бояться, этот страх меня сожрет. Мне нельзя бояться. Я только страхом могу поддаться им. Нельзя бояться. Помните фильм «Ви»? Почему он... Кстати, вот как вызвать «Ви», я вам как-нибудь скажу. Только это очень зловещий ритуал, поэтому я боюсь эти слова только, наверное, запишу. Не буду произносить. Ну, для вас не надо. Почему его убили, этого студента, или как там, как его звали-то, семинариста? Потому что он испугался. Как только он допустил внутри страх, его убили. Правда ведь? Он допустил страх, и его убили. Если бы он не допустил этот страх, да, Фома, он бы остался в живых, но поскольку он испугался, его убили. Так вот, когда на днях я говорю, что абсолютно просто вот я дышу, и я чувствую, что кроме моего дыхания еще есть дыхание. Я, значит, приостановила дыхание и прислушиваюсь. Это некто просто вот так вот звериным своим дыханием пришел, прилег просто рядом со мной, а потом встал, когда я сказала, уйди отсюда. Он встал, просто встал, и я чувствовала, что, диван заскрипел, он просто с меня встал. И я посреди ночи встала, пошла, выпила воды, значит, поругалась с этими силами. Я говорю, еще раз я кого-нибудь увижу, не обижайтесь. Но я почистила, убрала его, да. Это нормально. Когда ты живешь в этом годами, ты ощущаешь, насколько твоя сила действует, и у тебя уже не остается сомнений вообще ни в чем. Потому что сомнений у всех есть, даже у нас есть. Определенные годы жизни ты не можешь понять, как это. Вот я хочу, я прошу, и приходит. Это как вообще бывает? Ты все время думаешь, что у тебя все время, ты живой человек, у тебя сомнения всегда есть. Но потом уже вот через некоторое время практики у тебя сомнение полностью исчезает о том, что есть потусторонний мир, что есть духи, есть силы, и что ты
можешь на них воздействовать. Потому что, дорогие друзья, когда ты можешь остановить дождь, и ты физически видишь, что ты смогла, когда ты делаешь, очищаешь пространство и больше не ощущаешь эту силу, и больше тебя не беспокоит и так далее, да, ты начинаешь понимать, что да, в тебе есть эта сила все-таки. Потому что человеку это тяжело воспринимать. Человеку все равно трудно принимать, что он что-то может сверхъестественное. Но потом ты с этим уже живешь, привыкаешь к этому, уже как-то сомнение исчезает. Уже нету. Это давно, имею в виду, лет, может быть, 15 назад где-то бывали такие моменты. А могу ли я, умею ли я, имею ли я право? Может, это совпадение? У меня тоже были такие мысли. Вы думаете, только у вас? Нет, у нас тоже бывают такие мысли. А может, это совпадение? Но не может же от моих слов что-то быть. Я помню, когда я сделала вуду, ритуал, и мне нужно было, чтобы мне поставили оценку, и от этого очень сильно зависело, потому что был там такой вредный человек, который все время тянул, а мне надо было уже курсовую сдать, и 1000000% он сказал, что не примет. И я сделала вуду, ритуал, иду в университет, и мне говорят, вы знаете, там, значит, Татьяна Михайловна, там, Соловьева была такая сучка. Ой, вы знаете, Татьяна Михайловна заболела. Вот вас попросили сдать там у кого-то. Я захожу, он говорит, вы который раз сдаете уже? Второй раз? Я говорю, вообще-то 7-й раз. Вот она была такая националистка, специально не ставила. 7-й раз он обалдел. Какой-то зачет? Да ладно вам, я говорю, да. Я вот до сих пор помню, что нумизматика и геральдика – это наука о деньгах, денежных монетах и о гербах. И вот я, значит, я говорю, нумизматику и геральдику мне надо сдать. Я уже начала, я вызубрила наизусть, я начала только говорить, он говорит, так, давайте свою зачетку. Взял, написал, говорит, все, вы свободны. И это было после ритуала вуду, понимаете? То есть после ритуала вуду, да, но эти мыслеформы не сразу нам даются. Это через много лет практики. Тогда еще не было такой сильной мыслеформы. Я иду и думаю, не, ну как так может быть? Из-за каких-то заклинаний, значит, у меня получается убрать нашу преподавательницу и заставить ее поставить мне, ну то есть она заболела, и вместо нее другой человек мне поставил. Неужели несколько каких-то слов смогли вот это сделать? И вот я так иду, думаю, и меня оса как укусила за левую щеку, у меня прям опухло пол лица, понимаете? Меня просто наказали, мне сказали, ах ты неблагодарная свинья. Значит, мы для тебя это делаем, а ты сидишь, сомневаешься, да? Что какие-то там 2 слова что-то сделали, может, совпало? Нет, не совпало. Урок мне был после этого. Угу. Все, Пусек, иди, больше не бойся, на, иди свою игрушку играйся там. Да. Да, за сомнения меня наказали. Мне действительно реально наказали за то, что я себя недостойно повела. Поэтому люди, которые получают помощь от таких людей, как я, потом думают, ой, наверное, совпадение. Ну, берегитесь, знайте, что это нехорошие мысли. Вас сразу тут же могут наказать за это. Потому что они для вас пришли, сделали, а вы думаете, совпадение, понимаете? Вы обижаете силу, не нас. Все, Пуся, иди давай отсюда, не мешай мне. Итак, от сглаза, дорогие друзья. 6 куриных яиц, черная ткань, иглы, соль. Иглы вот так насыпать на яйца, точно так же и соль. Высыпать на эту всю красоту. Берете свечу, читайте, капая свечой на эти куриные яйца. Вот читайте на соль, на иглы, на яйца. Капайте, значит, да, обычные швейные иглы. Капайте свечой.
И должно быть 6 свечей. Каждый раз капая, читайте по 6 раз. Вот пока капает свеча, 6 раз прочитали, потушили эту свечу, положили в этот узелок. Дальше читайте. Итак. Черный черт, с глаз меня забери, с моего тела живого через воск на яйца куриные передай. Воском лейся, с меня черная зависть, глаз завистливый, сгинь, пропади, меня от зла освободи. Капай воск, лейся, черный глаз гори, а тело мое да душа моя обнов твори. С глаз черный сгинь, убирайся, навеки смыкайся, заклинаю. Читать 6 раз, потушить прям об эти яйца, соль и положить туда. Вторую свечу берем точно так же, 6 раз, пока капаете, 6 раз вы прочитайте. Опять положите. Ну так купить можно яйца эти? Это ж не редкость и не блокадный Ленинград. Еще раз читаю. Черный черт с глаз меня забери, с моего тела живого через воск на яйца куриные передай. Воском лейся, с меня черная зависть, с глаз завистливый сгинь, пропади. Меня от глаза освободи. Капай воск, лейся, черный глаз гори, а тело мое, да душа моя обнов твори. С глаз черный сгинь, убирайся, навеки смыкайся, заклинаю. Потом завязывайте в узелок. Если вы ночью делаете, можете до утра оставить. В течение 3 дней вы должны вынести из дома. Значит, завязывайте в узелок, относите в такое место, где люди не ходят, или закапывайте. Любое время проводить, но вынести в течение 3 дней. Позже уже не выносите, позже повторите по новой, потому что время потеряно. Вынести в такое место, где мало людей ходят. Здравствуйте, Василий. Значит, оставляйте это там, положите столько мелочи, сколько вам лет. Различные, можно десятки, пятерки, там 500, 50 копеек и 10 копеек, неважно, но чтобы было столько же, сколько вам лет. Различные мелочи, прям горстку кидаете, отворачиваетесь и уходите. Значит, от чего помогает вот это? Да что ж такое, когда стала мне эта ходьба здесь? Придется опять почистить. Ой, видать, бабка моя опять решила навестить. Ладно. Так. Вот все время, когда я о ней начинаю говорить, у меня весь дом оживляется прямо. От чего это помогает? Если у вас на работе вечные проблемы, ревизии, проверки, если у вас постоянно какие-то ломка машины, понимаете? Если у вас постоянно какие-то, вечно денежные траты ни туда и ни сюда. Возьмите, проведите, вот эти все ревизии, мивизии перестанут. Но хочу вам сказать и предупредить, тот человек, который вам завидует в это время очень сильно, да, или что-то желает, или хочет что-то сделать, еще пока не сделал, просто на уровне зависти и ненависти, этот человек резко заболеет. Потому что обычно люди, которые это делали, говорили, что там какой-то сотрудник не пришел на работу, или у сотрудницы там что-то случилось, нога сломалась, вот она лежала сколько дней и так далее. Неважно, мама, значит, мама заболеет. Не умрет человек, но заболеет. То есть это резко вернется. Очень черной энергии. Альфия, мне кажется, вы уже несете какую-то ахинею, если честно. Вы меня начинаете раздражать. Если вам кажется, что люди, которые меня хвалят, перехваливают, мне очень сильно нравится, и у меня закрываются глаза, вы сильно ошибаетесь. Я очень чуткий человек, я прекрасно вижу за похвалой, за приятными словами нечто другое. Не нужно постоянно лезть, пытаться выделяться из толпы. Я вас заметила, поняла, но вы уже несете ахинею полнейшую, хорошо? Жалко, значит, не делаете. Все. Жалко у пчелки.
Вы сейчас какой ответ от меня ждете? Я не могу понять. Не, а какой вы ответ ждете? Ну, жалко же. Ну, и жалко не делайте. Вы от меня какой ждете ответ? Так, если вас обидели, очень хорошо. Если вас обидели незаслуженно, ни за что, ни про что, и вам настолько больно, что вы хотите моментальной кары для этого человека. Дорогие друзья, вот это выражение «за горой Араратской», я думаю, что это только в армянских, скажем так, заговорах можно встретить, в армянской магии. Оказалось, что нет. В румынских заговорах есть такие слова. Есть такие слова в украинских заговорах, у мальфар. Гора Араратская – символ какого-то таинства. Какой-то, знаете, колыбели, цивилизация, начало, как хотите. Но вот это вот выражение «гора Араратская» – это нечто такое, магический символ, который, то есть недосягаемый. И вот я вам предлагаю сейчас именно перевод мой, ее заговора, где фигурирует гора Араратская. Да, и в болгарских есть. Так вот, если вас обидели, и вы чувствуете, что действительно вы незаслуженно были обделены, что вас незаслуженно обидели, унизили и плюнули в душу, дождитесь вечера, откройте окно и читайте в открытое окно 13 раз. И после этого, через короткое время, если вы действительно не виноваты, виноват тот человек, который вас ни за что обидел, он получит свою кару. И очень сильно получит. И вы это увидите. Итак, если вы поставите на стол красную свечу, то будет эффект сильнее. Если нет этой возможности, вы можете просто читать в окно. За горой Араратской черный замок о 7 башнях. В замке том семиглавый Дев живет. Огнем дышит. Дев черный, меня ты слышишь и обиду мою видишь. Стражник справедливости моих врагов испепели, душу от боли исцели, кто меня обидел. Девом черным испепелись, гори твоя душа, болей твое тело, гори, сгорай, от боли изнывай, душа твоя пусть ноет, а губы пускай воют, испепели дев черный, сожги огнем обидчика, не спастись бы ей, не избавиться, пусть горит душа, а тело мается, да будет так, как сказано. Да что ж такое? Ой. Да, сохран тысячи матерей, материнская защита – отличная вещь. Я согласна с вами. Они спасли многих детей. Многие случаи есть, когда дети просто спасались от очень страшных вещей. Буквально волосок от смерти спасались. Мне женщина написала, что ребенок чуть не попал под автобус, а перед этим она читала материнский покров. И так получилось, что вот просто вот пару сантиметров ребенка спасло. Там у них трасса такая оживленная, там много раз были аварии, и люди просто боялись выходить с детьми. И тут вот так получилось. И она говорит, я накануне просто мне что-то подсказывало взять и почитать материнскую защиту. Я себя пересилила и прочитала. И мой ребенок спасся. Она мне писала, да. Я согласна с вами, они сильно работают. Итак, вот вам следующий ритуал отмщения, если вас ни за что обидели.
Следующее, что я хочу вам сказать. Если вам постоянно снится мертвец, и вы боитесь, переживаете, опять рецепт моей бабушки. Возьмите черный хлеб, можно бородинский хлеб, кусок. Отломите кусок, не режьте, а прям отломите от хлеба кусок. Вечером выйдите на улицу, повернитесь лицом к дому. Да что ж такое? Не бойся, пусть все хорошо. Повернитесь лицом к дому, левой рукой через левое плечо киньте и скажите: свое забери, а меня оставь. И не оглядываясь, идите, не оглядывайтесь. Вот это не оглядывайтесь, меня в детстве, вот с самого малого детства меня приучили: не оглядывайся. Вот, оставляй, не оглядывайся. И я всегда думала, почему? И мне бабушка моя объясняет, что если они на нас смотрят, но мы их не видим. И если мы поворачиваемся, смотрим на них, мы видим их глаза, то есть мы не видим их физически, но мы смотрим им в глаза. И тогда они за нами идут. И поэтому нельзя оглядываться, если откуп оставляешь, если что-то оставляешь, хлеб кидаешь мертвым. Не оглядывайся, вот кинь и иди. Вот если вам постоянно снятся мертвые, и вам от этого жутко и неприятно, идите, станьте лицом к дому или к воротам своим, или к подъезду, левой рукой через левое плечо киньте этот хлеб, кусок хлеба, и скажите: свое забери, а меня оставь. И идите, не бойтесь, ничего с вами не будет, никто вас не позовет, ничего не будет. Просто идите. Если слышите голоса умерших людей, не откликайтесь. Если слышите какие-нибудь стуки, не открывайте двери, окна. Этого делать нельзя. По ночам не говорите о покойниках. Вот сейчас тоже не надо говорить, потом мы с вами поговорим. Нельзя о них говорить, это их время. Под открытым небом не пейте воду, получите очень сильный удар по голове. Может быть, потом останетесь инвалидом, и это не просто слова, это правда. Под открытым небом нельзя ни есть, ни пить, ночью имею в виду, ночью принимать пищу. Вот именно поэтому люди вот придумали вот эти все укрытия, закрытые вот эти места, все эти беседки и так далее. Именно специально для того, чтобы закрыть крышу, закрыть вот местность, где они сидят, там принимают пищу или пьют, или радуются, веселятся и так далее. Палатки и прочее. Иначе под открытым небом бы люди сидели, и это было бы намного приятнее. Но этого делать нельзя. Много чего еще интересного, что предстоит мне рассказать вам. Ну, по случаю буду рассказывать, в принципе. А пока пользуйтесь всем этим. Всем удачи, всех благ. Не знаю, смогу ли я еще снять, если хватит сил. Но посмотрим. Время покажет. Смогу, сниму. Всего хорошего.